У нее был опыт какой-то? Никакого опыта у нее не было. В башку брело вот и подтолкнуло. Нет, не скажу, что это авантюра, потому что если первый год нам еще так оказалось, то вот сейчас это уже начинает как-то уже возвращаться на землю. Мы с Муговки, если привезли, у нас все хорошо, то здесь мы привезли, мало того, что не стельни, так у нас еще и телята были. Нам никто ничего не возместил, нам сказали, значит, они скинули. Мы никак не защищены, и в договоре. Мы же деньги даже вживую не видели, они все через казначейство проходили. Оставили договор так, как это надо, казначейству, наши мнения и требования при этом не учитывались. Вы живете на окраине Саратовской области. Да. Рядом уже Ульяновская область. В 3 километрах. Дом, в котором вы живете, ему уже больше 100 лет. Больше 100 лет. Дом мы снимем, покажем, в каких условиях живут начинающие фермеры. И тем не менее, эти люди не бросили эту деревню. 121 человек прописано. Но это не факт, что они... То есть, если тут человек 50 живет, это хорошо. Вот на одной нашей улице, только вот здесь 5 домов жилых и с той стороны 6. 11 домов у нас 11 жилых домов, и ничего здесь рядом нет. Дети сюда не приедут, ни родители с детьми. Естественно, ни школы, ни садика, ничего здесь нет вообще. Год назад закрыли последнюю библиотеку, но тем не менее люди здесь живут и начинают заниматься фермерством. Как вы им занялись? Вообще, почему вы отсюда не сбежали? Я рос здесь. Куда бежать-то? Не знаю. Привык, что нравится, наверное, скотина. Чем ты занимался же? Также хозяйством. Родители держали. Сам потом начал с братом держали. Решили, что куда-нибудь дальше развиваться, хозяйство развести, фермерство открыть. Сколько лет? 30. Молодой фермер. Да. Жена, ребенок? Нет. Нет. Один. Решил заняться фермерским хозяйством. Как ты начал им заниматься? Ты в интернете прочитал или кто-то подсказал? Вот у нас. Подтолкнула. Кто? Сноха. Жена брата надоумила. Да. А почему? У нее был опыт какой-то? Никакого опыта у нее не было. В башку брело вот и подтолкнула. Сама грант не брала, а тем не менее парня заставила. Я его не заставляла, просто мы с ним стояли тогда, навоз собирали. У самих денег как таковых нет. Брать кредит мы до этого взяли кредит. Вот муж у меня брат Женя в Москву, мы его как раз отправили работать. Вот на него взяли кредит 500 тысяч. 3 раза в год он приезжает. Он покрывает нам кредиты. Авантюру. Нет, не скажу, что это авантюра, потому что если первый год нам еще так оказалось, то вот сейчас это уже начинает как-то уже возвращаться на землю. Ну, не то все. Хотелось чего-то это, чтобы было вот то, что можно было работать, платить самим за себя те же самые налоги. Просто не хочется уезжать по тем же самым вахтам работать, там 15 дней, там 15 дней здесь. И как у нас молодежь уедет на 15 дней работает, 15 дней потом пьют. И мальчишки тоже думали, как бы к нам пойдут работать. Какая разница, чтобы мы так платили, что там они получают за 1,5 месяца выходят. Вот теперь свои было 4 головы, потом 9 голов купили. После вот подтолкнуло, решили, что попробовать. Фермерство оформили. На грант пошли. На грант пошли, думали, что не дадут. Попробовали, чтобы отстало, а тут дали 3 миллиона. Нежданно-негаданно просто говорю, ну давай попробуем, ну давай. Заняли денег, на бизнес-план, потому что их даже не было, честно не было. Сделали бизнес-план. Нам все говорили, ой, да ничего у вас не получится, там надо деньги платить, там это. Мы приехали, и вот нам порекомендовали обратиться к Кожину Александру Петровичу. Вы подойдите к нему, поговорите. Если он поймет, что вы достойны, то он вам подскажет, с чего начать работать. Мы даже до бизнес-плана приехали к нему. Сели, он на нас смотрит, как дети выглядим. Жене у нас 30, 28, 27 тогда было. На него смотрит, думает, 18-летний пацан. При этом у него мозгов, вот именно в плане скотины, вот в плане хозяйства, на нем все держится. Я вот в этом плане безрукая. Я и корову уколоть не могу, ее посмотреть, а он и отел сможет принять, и теленка достать, и все это затащить. И они его слушают. Я-то с ним все девочки, не могу я их воспринимать как бизнес. Они вот как маленькие, такие хорошие, и все. А он это его. И тут нам звонят, говорят, вы прошли на грант. Женя прибежал, говорит, мы прошли, такой довольный. Что вы на эти деньги смогли купить? 3 миллиона, полностью всю скотину. Сементал с горчиной, 28 голов. Кормовой базы нет, сами пасли, а потом закупать начали луга,
косить, трактора купили, пашню купили. 2 трактора, МТЗ-82, МТЗ-50 старые образца. Пашни 37 гектаров. Сено, луга есть 7 гектаров. Мы сразу, вот прежде чем грант брать, мы в аренду взяли. Потом родительские паи 2. И покупали вот тоже клочкам у одного 5 гектаров. С администрацией 1,8 гектаров покупали. Клочками набрали. По пашне тоже хотим луга экспорт сеять. Насеяно больше, чтобы было. У нас грант был расписан, что мы должны были скотину закупить в течение 1,5 лет. Мы расписали ее на 2 этапа, купили первый раз 14 голов и второй раз 14 голов. Но кроме этого есть еще же доставка скота. Нам дали 3 миллиона, 349 тысяч, 11% мы добавляли своих. Но кроме этого, за страховку отдельно платить за каждую голову, пускай по 1000 рублей, но это 28 тысяч. Привезти весь этот скот опять за свой счет – это еще деньги. У нас первый раз мы отдали за доставку 28 тысяч. 37 гектаров паш. Вы на них что-то высеваете, да? Да, сеем ячмень, а зимую сеем для себя, чтобы скотину чем кормить. сеять? Вот расскажите, там есть такая старенькая сеялка, но я так поняла, она на ходу. Да, купили сеялку, восстановили. Саму сеялку купили за 10, потом дышло отдельно, считай, купили за 3000. Сушники купили, 24 штуки, считай, по 3200. 100 чем-то, плюс доставка. За сеялкой ездили, нанимали машину. Ну, тяжело. Очень тяжело. В физическом плане, в моральном плане, в плане работников, которых днем с огнем не сыскать. Да, у нас есть люди. Я вот там еще двое. Мама у нас нам помогает там то с зерном, то когда телят поить. Вот ей 60 лет. А то, что убираете, есть где хранить? В сараях, лари. У соседа старый дом вот взяли. Залили полы, как склад сделали, там держим. А сколько Пока. зерна у вас получается? В том году 10 гектаров сеяли, 12 тонн собрали. Вот в этот год зимой засеяли, еще засеяли там. Пока урожай плохой, не знаю, что соберем еще. Может, и ничего не соберем. Ну вот у тебя, мы посмотрели, один огород, там вот еще один У нас огород. здесь один огород, там один огород, там еще один огород. У меня дома еще один огород. То есть вы там выращиваете кабачки, тыкву? Кабачки, тыкву. Ну, для себя сажаем огурцы, помидоры. Ну, не по одному, конечно, кустику. Ну, естественно. Малина, Вот, и смородина, получается, все скотине мы кормим. Все полностью. Кабачки, тыква. Ну, свеклу только в этом году не сажаем, а все остальное, да. Мы все кормим полностью. Какие у вас приспособления есть для того, чтобы убрать траву? Есть, косилку покупали роторную. До фермерского хозяйства как раз ворошилки купили. Рулоник есть, новый, да, покупали. То есть рулонник новый? Новый, да, косилка новая, ворошилка новая. Вот тележки нету, тоже по металлолому. Вот одна есть маленькая, вот сейчас сняли. Ну, то есть Ищу. то, на что не подбрудер. хватает денег, это просто бак из металлолома взяли, металлолома, тележку. Брали вы нителей? Да, нителей брали. И сколько сейчас молока, сколько вообще сейчас поголовье насчитывает? 33 головы коровы, одна нетель. Это то, что покупали как раз вот нетели, они у нас не стельные были, 5 голов. То есть обманули вас? Да, своим быком уже обгуливали. 4 головы отелились, вот еще одна осталась. Телки двухгодовалые, 4 головы. Первые 14 голов мы купили в Мумовке. Ничего не хочу сказать. И скотина была вся как на подбор. Они трехлетки шли. Племенные мы получили в течение 1,5 месяцев. Но до 1,5 месяцев мы их не видели. Мы были довольны коровами, но из 14 голов мы одну зарезали на следующий год. У нее оказалась врожденная болезнь, у нее нога изнутри гнила. Она ни молока не давала, мы ее год держали. Она отелилась, и у нее начались внутренние воспалительные процессы. Мы лекарства покупали. Тилазин тогда стоил 160, потому что не знаешь же чем. Ветеринар приезжает, ой, проколи этим, ой, проколи этим. Потом начали покупать и от 750 рублей за лекарства. Их надо было каждый день на протяжении 10 дней колоть. Это все с молочных денег оплачивается. Другого дохода, кроме продажи телят, бычков, потому что по бизнес-плану у нас это предусмотрено, и молока, у нас денег нет. Эту голову мы зарезали. И отел у нас произошел, и вымя у них были. Ну вот с единственной головой у нас вот произошел такой казус. Второй раз мы привезли 14 голов с рощи, базарный Карабулакский район. Из них 5 голов нестельных. 260 рублей килограмм живого веса.
Мы отдали 1,5 миллиона рублей. Из них 11% наши, остальные 89% это то, что дает государство нам. Вот из них 5 голов нестельных. А по условиям мы покупаем нетель. Что такое нетель? Это тёлка уже ближе к отелу. То есть это 2-3 месяца ей остается до отела. Здесь он нас предупредил, что у них отел будет август-сентябрь. Плюс ко всему, когда тёлки начали телиться, к нам приехал наш врач тогда, вот как раз коронавирус шел, он был в таком отдыхе, не разрешалось им на работу. К нам приезжал вот мальчишка, у нас работает, Виталик, он у нас работает на ветстанции. Приехал, говорит: Таня, что у вас с телятами? А мы не можем понять, у нас теленок сдох, теленок сдох, теленок сдох. А мы их не можем провести, как падеж. Потому что скажут: падеж, давайте закроем вас на карантин и будем проверять. За каждую проверку ветеринары берут анализ крови, анализ на лейкоз, анализ на это, анализ на это. 450 в том году было, 515, что ли, в этом. Ну, что-то такое, за каждую голову. У нас по 18 тысяч уходит на обработки ветеринарные. Телята, которые у нас начали появляться, они начали появляться больными, потому что скотина была больная. Телята, когда они появляются, у них распухшие вот такие суставы. И телят начинают подыхать. Колебриоз, вот эти вот там болезни какие-то. Мы покупали сыворотку 9-валентную, чтобы эти болезни дальше не развивались. Если бы мы знали, что у скотины такое есть, и у них по хозяйству это развито, мы бы за 30-60 дней до отела, ну, в зависимости от сыворотки, прокололи бы этих телок. Телята появились бы здоровые. А нас никто об этом не предупредил. Мы вызвали комиссию с министерства. Я написала письмо замминистру по животноводству. К нам приезжал главный ветврач из Саратова, приезжали. Наши ветстанции приезжали. Животновод с сельхозотдела к нам приезжал. Да, они проверили, да, они не стельные, да, был составлен акт. Нам никто ничего не возместил. Нам сказали, значит, они скинули. Они не стельные были. Когда я позвонила в рощу, они скинули трубку. А чтобы подать исковое заявление в суд, там же цена за каждую голову идет 116 тысяч рублей, 5 голов, 116 тысяч каждая, плюс корма, плюс содержание, то, что мы их вот это время все содержали. С марта месяца они у нас стояли. К нам комиссия приезжала в начале сентября, в конце августа в том году. Чтобы исковое заявление в суд составить, нам надо было заплатить порядка 80 тысяч рублей. Когда мы покупаем племенной скот, мы приезжаем в крупное хозяйство. Это крупные совхозы, вы понимаете? Вот роща, мы туда приехали, у них так все культурно, там вот это все стоит, все это убрано. Женя и я, вот мы приехали, я ни разу не занималась скотиной. Женя, да, он там увыми посмотрит, сам костяк у коровы, все, что у нас здорово. Но мы-то откуда знаем про этот колебриоз? Ну вот так вот, по идее, разобраться. Мы приехали к вам, мы вам доверяем. Мы у вас покупаем, вы продаете это как по гранту, через министерство это все проходит, через государственными деньгами. То есть это как-то надо наоборот, чтобы не было ни нареканий, ничего. Мы просто доверились. Мы с Мумовки, если привезли, у нас все хорошо, то здесь мы привезли, мало того, что не стельные, так у нас еще и телята больные. Мы никак не защищены. И в договоре. Мы же деньги даже вживую не видели, они все через казначейство проходили. Оставили договор так, как это надо, казначейству, наши мнения и требования при этом не учитывались. Мы же нетели берем. Мы в договоре и прописываем, что нетели. Мы же не пишем, что мы там телок берем, а именно нетели. Тот год оказался для нас, ну, во-первых, от бизнес-плана мы отстали прям безумно. Мы начали резать своих коров. У одной матка вылезла, одну запыряли корову прям на цепи. Да, у нас предусмотрено 10% выбраковки, 2% выбраковки согласно бизнес-плану. Но опять-таки это бумага, а в реальности. Мы в том году зарезали 9 голов. И в этом 2. Одну в январе, потому что она просто упала и растянула ногу. То есть ее уже не проколоть, все, у нее порвано сухожилие. Ее только под нож. Она ходила, она давала молоко, все, она на 3-й день просто. Мы заходим, Женя ее поднимает, чтобы доить, она лежит, спит. Он ее поднимает, мы ее даже зарезать не успели. Она просто сдохла. Ничего делать. Как мне наши сельхозники сказали, ну купите новую. Я говорю, дай мне денег, я куплю. И вот мы ее купили за 260 рублей за килограмм живого веса. Она отелилась, через 3 месяца ровно мы ее зарезали. Сдали мы ее 183 килограмма мясом по 190 рублей, но уже не живого веса, а мясом, на 34 тысячи. А она нам обошлась 116. Это государственные деньги.
Как ты считаешь, люди, которые действительно захотят заняться молочным животноводством, вот какие бы ты дала им рекомендации? То есть что нужно сделать? Нужно не просто ехать на то место, где ты покупаешь, а вплоть до того, что рентген коровы, что она стельная, предъявить, да? Или что еще нужно сделать? Или все болезни перечислить, какие есть? Или вокруг спрашивать людей, которые уже купили? Как подстраховаться от всего этого? Жень, как подстраховаться? Вот вопрос никуда. Нет, знаете, мы же продаем бычков. Мы их не держим у себя. Мы продаем бычков недешево. Но у нас и негде их держать. Так бы, может быть, оставляли. Но опять-таки скотину надо кормить. Или держать и кормить, или не держать совсем. Поэтому бычков на данный момент мы в будущем, конечно, на следующий год, может, через год мы будем себе оставлять. Но пока для нас это живые деньги. И когда к нам приезжают, и они уже постоянно к нам приезжают, они не берут где-то в другом месте, пускай подороже. Но они знают, что они выкормлены с соски, что у них привиты они этим, привиты они этим, привиты они этим. Если что-то есть... А вот болельщики, про которые ты мы говорила, говорим. они не передаются? Нет, бычков нет. Только тёлочки? Только тёлки. Вот у нас сейчас 3 тёлки ходят, вот этим тёлкам будет в ноябре год. Всю зиму мы их кололи. То антибиотики, то порошки, с учетом того, что мы им покупаем специализированные корма. То есть мы телят не кормим ни ячменем там молотым, да, конечно, хорошо, все, соль, и мы им покупаем специализированные корма. Мегамикс мы вот покупаем. Из Саратова приходит машина с Биогранда, они нам делают доставку бесплатно. Мы телятам не кормим. Там и витамины, и полностью они комбинированные идут. Сколько молока получается? Мало. 210, 220, 180, когда как. А сдавать есть куда? Хвалынск сдаем, да. Молокозавод принимает. Конечно, не по такой цене, как хотелось, ну, хотя бы так. Цена 21 рубль за литр. Нормально, хоть так. У вас грант, получается, уже больше года, да? У нас 3-й год пошел. 3-й год. Сколько у вас сейчас должно быть? У нас по бизнес-плану на конец этого года 89 голов общие. Это вместе с проданными, вместе ну вот кто сдох, кто падеж, кто по болезни, кто еще, вместе с выборкой. А сколько на самом деле? Сейчас на данный момент у нас 74 головы. Из 89, но у нас еще отел. То есть мы еще как бы отел ждем. Сентябрь у нас отел еще должен быть. Ноябрь, декабрь. У нас не идет 4 копейки, у нас не идет по субсидиям, у нас задолженность по налогам вырисовывается 4 копейки. Нам не дают субсидии. Мы не получаем субсидии за 4 копеек. Не, у меня 20 копеек, у Ани 4 копейки. Мы не получили субсидии за 2-й квартал по молоку. В этом году рубль 35 за 2-й квартал давали. Мы просто их не получили, те же самые 14-15 тысяч. Мы на данный момент живем настоящим. У нас предусмотрена сейчас уборка, но мы держим в голове, что у нас скотина на зиму, что нам надо еще это закупить, это и это. То есть мы этим занимаемся, а в голове у нас уже следующее. Несмотря на все это, вы справляетесь? Несмотря на все это, мы справляемся.